Здравствуйте, здравствуйте, дорогие! Ну что, это видео посвящено моему одиночному путешествию по Якутии. Выдалось оно, конечно, впечатляющим, потому что я не ожидала, что столкнусь с такими трудностями и проблемами, с которыми я не сталкивалась в путешествии по странам мира, даже в горах где-то в Непале или в деревушках в Индии. Я не сталкивалась с таким, что я могла остаться без связи, без людей, без электричества, без воды, без питания, без ничего, одна в дикой среде. Как это происходит и как это вообще со мной могло случиться? Расскажу постепенно. Это видео будет реальным, то есть я не ругаю, я не говорю что-то совсем негативное о своей же стране, нет. Я не выросла здесь, я была в Якутии 5 раз и исследую народ Саха, исследую свой род, исследую себя, исследую через своих предков, через эту землю. Я выросла, родилась и выросла в Беларуси, а последние 7 лет живу в Эстонии, поэтому и путешествую, конечно же, но не встречалась с такой дикостью. Дикость в плане дикая природа. Значит, здесь есть как, это знаете, как медаль, обратная сторона и вот красивая. Расскажу, конечно же, о красивой, о невероятнейшей стране. Якутия – огромнейшая территория, 6 Франций, больше даже. И только 1 000 000 жителей живет на этой огромной территории. За счет этого здесь дикость и первозданность природы сохранилась. То есть есть места, где не ступала нога человека. И это невероятно. Здесь даже растения пахнут по-другому, полевые цветы, они более насыщенные, потому что они впитывают за долгую-долгую зиму, тем более здесь вечная мерзлота в земле. И лето такое короткое, жаркое, там до 35 градусов. А ночью, кстати, падает очень резко до минуса, не до минуса, но до +5, до +8. Первое, смотрите, пожалуйста, одиночные туристы, на как вы будете добираться, как вообще ездить вам по стране. Здесь нету проката машин, здесь нету дорог, здесь вот такая дорога. Вот такие песчаные дюны насыпают для того, чтобы делать дороги. Ну, якобы делают. Вот такая здесь дорога. На самом деле дороги здесь в этом Лусе районе ужаснейшие. Вот, неожиданно, да, было. Вследствие этого нету транспорта. Такси ездят только в более крупные поселки. Так как я ездила в Булун, это небольшой маленький поселок, добраться туда сложно, мне довез знакомый, а уже выбраться оттуда тоже столкнулась с проблемой, где меня вообще довели до слез. Я не могла оттуда выбраться вообще от слова совсем. Целый день жду машину, ничего не нашла. Уже звонила всем, кому можно, пока была связь. Так, связи нету, связь уходит. Вот, прям до слез. Мне прям обидно. То есть я вроде бы договорилась с одними на 7, прихожу в 7:05, а они там еще сидят, пьют. Второй момент, самый главный. Где искать и как искать? Здесь тоже в интернете информации мало, так как туризм в Якутии только развивается. Я через знакомых узнавала турбазы, узнавала домики только в основном и турбазы для большого количества людей. Для 1, для 2 человек очень сложно что-то найти по адекватной цене. Иначе это дорого, ну так как за 10 человек берут стоимость. То есть смотрите, вот это обязательно. Я напишу, какие сайты я использовала, где я вообще искала. Вот такая эко-усадьба. Место для огня, спуск к реке. Такие даже качельки сделаны. И здесь зона отдыха, это называется, ой, котик тут, балаганы.
стоят домики, не знаю, можно ли в них здесь жить, нет. Здесь такая беседка. Вчера здесь было очень буйно. Летние души, туалеты. А там домик есть, который... Поехала я на невероятнейшее место, река Амга, и исследовала эту область. Значит, была в поселке Булум, и поплыла, потом приехала в саму Амгу, и тоже про нее рассказываю. Ну что, вот так выглядит поселок в Якутии. В принципе, как любой поселок глубинки России, я думаю, хотя я не была в глубинках России, но примерно так. Это уже более такой покрупнее городок, и покажу вам, как выглядит гостиница. Это не городок, это поселок. Но это центральный поселок Амгинского улуса. Как выглядит именно гостиницы в таких вот глубинках. Значит, это на 2-м этаже находится. Есть холодильник. Здесь такая, как, столовая общая. Можно воду наконец-то попить. Есть чайник уже, есть все какие-то необходимые чай, кофе. Ну, кто пьет, или микроволновка. Там есть, слава богу, туалет, ванны нету, есть раковина с теплой водой, что очень хорошо. И здесь уже номера. Номера приятные, достаточно вот такие. Здесь тоже, даже с телевизором, кто любит. Но у меня я взяла себе одиночный. Он выглядит вот так. То есть такой вот номер. Даже нашла смузи в этом маленьком поселке в Амге. Конечно, сделан из замороженной клубники, такого сладкого сока апельсинового. Но ничего страшного. Куда же я пришла? Единственный музей здесь — это музей, посвященный гражданской войне. Музейный комплекс «Старая Слобода». В 17 веке сюда приехали хлебопашцы. Да, так называется. Я даже задумалась, как это правильно называется. Те, кто сеет пшеницу, рожь, люди. Вот. И это были русские, пару семей. Их сюда сослали, и они здесь начали обустраиваться, начали размножаться, и отсюда появилась Амга, сам поселок, и уже разные вот эти вот наследия. И в 1923 году такие очень сильные, очень мощные сражения, как бы в истории даже пишут, похоже, как на Брестскую крепость, где прям отстаивали территорию. Белые боролись с красными, вот эта гражданская война в 1923 году. Вот, и здесь очень много как бы в истории, в музеях сказано об этом, и я пришла в музей вот этой гражданской войны. Также, так как нету транспорта, нету проката машин, то есть я поехала налегке, узнавайте в домиках, все ли там есть ли газ обязательно, потому что здесь вот температура, я сказала, ночью падает, может быть холодно, и очень часто еще выключают электричество. Я 2 суток сидела без электричества, то есть, чтобы вы понимали, я даже не могла подогреть воду в чайник, чтобы попить, так как питьевая вода из реки Амги, а канализация, я молчу, здесь этого вообще нету ничего. Все на улицах, но также и с водой вот питьевой нету, купить негде, там ближайшие 20 километров деревня, и то, я не знаю, там есть, нет. Транспорта нет, на чем туда добраться, ну, то есть вот такие условия, то есть берешь из реки и как бы пьешь. Кипятишь и пьешь. Я осталась без ничего. И, конечно же, я искала, как мне выбраться оттуда. Я столкнулась с халатностью человека, организатора, кому я ехала, к женщине. Вначале я же ехала на этот домик, на красивый, который выбрала по телефону, обзванивала турбазы. И приехала на него, там был и газ, и мне так понравилась локация, место, все. Это река Амга, боже, как тут красиво, как здесь красиво. Там такой красивейший лес, закат, там домик мой, который я арендовала. Вот такое старое, заброшенное место проведения цеха. Это конопривязи. Здесь сцена была
Люди сидели, там для Алдыса место, юрта такая, старый балаган. А сейчас вот заброшенная территория. Здесь даже такие входные штучки остались. А последнее место тут, по-моему, 2005 год, когда проводился ИСЭХ. Там люди кушали в таких местах. Мне очень нравится смотреть на такие старые вообще места, находить, исторические. Там речка течет. Сейчас вот люди новые домики построили. А я иду вот тот свой домик. Дичайшие места, никого, ни души. Там буквально пару домиков, даже не село, а ласы. Ну, даже не аласы, а современные люди покупают гектары земли, дальневосточный гектар. И пусто, никого. Вот на такой территории поля, никогошеньки нету. Иду я, и пришли такие мысли насчет путешествия, насчет какая роль у тех людей, которые путешествуют. И как мне сказала одна женщина, которую я тоже встретила здесь, у каждого путешественника есть своя роль, своя миссия. В путешествии же очень часто мы встречаем людей спонтанно, неожиданно, вот именно в этом моменте, в это время. И именно наше взаимодействие, слова сказанные, или какое-то действие, или время, проведенное вместе, может трансформировать все, дать новую энергию тому человеку, которая необходима. И я это очень часто вижу в путешествиях, что я очень спонтанно, неожиданно, без плана, без планирования встречаю людей. И это самые необычные встречи в жизни, самые интересные опыты проживания. Что-то всегда мистическое и такое живое, яркое в том моменте. И в этом самое главное наше проявление. Вот по чувствованию идти туда, куда зовет тебя сердце, оказаться в том месте, в то время. И там будет все то, что тебя ждало или нужно тебе, и также нужно тому другому человеку. Или же тому месту, той энергии, тому лесу даже, который, например, как места меня зовут, я в них прихожу, и я чувствую, что меня ждали. Я здесь долгожданный гость. И радуется так природа. Прозвучит это, может быть, дико и необычно для обывателя, обычного человека. Но каждый это чувствует. Вот заметьте у себя, когда вы одни где-то гуляете, где-то ходите, почему вам нравится именно то место, именно эта природа, именно эти деревья, эта трава, это настроение, не знаю, вот это вот какое-то чувство у вас возникает. И просто глубже, если туда посмотреть, вот там такое чувствование, о чем я вам говорю. И в такие места нужно ходить, нужно давать себе эту волю момента, не думать всегда от головы. Так, у меня план, идем туда-туда, значит, по плану, двигаемся по схеме, по маршруту, как роботы. Нет, а по чувствованию. Ой, вот вы идете, пришли в какое-то место, лес, например, или поляну, и там без плана, вот просто вас повело уже куда-то, пошли сюда, ой, заинтересовало это дерево, подойду к нему, заинтересовало, не знаю, вот этого какая-то вот местность необычная, пойду-ка туда. Вот такое, вот по чувствованию. Вот. И я очень рада, что я оказалась здесь, в этом волшебнейшем месте. Вот такая прозрачнейшая речка. Ага. А в итоге она говорит, эта женщина, что я не докончила ремонт, пожалуйста, выселяйтесь.
Вот, и выселяет меня. А чтобы вы понимали, это не поселок, это просто несколько домиков. Люди, которые взяли дальневосточный гектар, хотели завести свой бизнес и стали вот делать такие съемные какие-то места, турбазы или домики. И, значит, вот буквально там, не знаю, 5 домиков на территории большой, там несколько километров, там 10 километров, да, то есть они так расположены далеко, то есть нету ничего. И она каких-то знакомых поодаль, там через 2 километра мне и нашла домик. Переселяет меня туда, люди тоже этого не ожидали, домик грязный, я там убиралась сама, ну, чтобы как-то жить, благо он маленький, вот, тоже все рассказываю и показываю. Ну, а теперь сниму сам домик, вот так живут. Точнее, это вот дальневосточный гектар, столбиками обозначена территория гектара, там красивейшая речка. Вот, и, значит, заходим внутрь, такие вот дома. Это еще современный дом. Обычно они все старые, в Якутии не популярны домики сдавать. Терраса, умывальник, вода из речки берется, и пить, и мыться, потому что воды здесь нету. Там вот вдалеке есть туалет. Вот. То есть вот такие вот условия. И, значит, заходим внутрь. Здесь у нас холодильник и морозильник. У якутов очень много всегда замороженного мяса, еще чего-то. Это я. Вот. И здесь плитка у нас имеется, что уже хорошо, электрическая. Но обязательно смотрите, чтобы был еще и газ, потому что свет выключают по всей Якутии очень часто, и нужен реально газ, если вы надолго приезжаете, или с собой баллоны. Здесь получается вот так. Есть электрический чайник, но он не имеет сейчас смысла, так как нет электричества. Есть обогреватель, тоже летом это нужная вещь. Тут холодно зимой, летом даже ночью. Спальное место, и там, если кто, вот для детей. Да, кто, если с детьми. Вот такой домик. Я снимаю за 1000-1500, потому что это через знакомых я нашла. Это мне очень сложно было найти, но так все сложилось. Обычно такие дома от 6000. От 6-8 даже тысяч в будние дни и от 10 тысяч в праздничные дни, ну вот выходные. Также, например, вот здесь дают дома, вот вы видите вот такие, это тоже на сдачу. Ой, ястреб полетел. Вот, то эти дома тоже от 80 тысяч и выше, но там на компанию. То есть, когда компания, конечно, выгоднее. Почему в Якутии вот так происходит? Расскажу немножечко. Здесь не популярно одному человеку путешествовать, совсем от слова. То есть один турист здесь таких нету, как я, особенно девушка. Здесь все отдыхают компаниями на природе, вот, поэтому непопулярно нету. Поэтому если вы одни будете путешествовать по Якутии или вдвоем, прямо звоните, спрашивайте.